США отправляют 1500 авиабомб на границу с РФ. Немецкие войска уже на границе с Беларусью. Агрессия против Польши. Официальное заявление премьера. Что происходит? Конец, о котором предупреждали мир. Началось необратимое, которое коснется почти каждого. Обязательно досмотрите. Военная техника у Кремля, атака на Путина или защита от чего-то более серьезного. Все подробности. Президент заявил об уходе. Будет ли изменение Конституции? Где и когда? Раскрыта самая законспирированная шпионская сеть РФ. Что, где, когда и против кого готовили? Леденящие душу детали. Грандиозный исторический провал российских спецслужб. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Путин официально подтвердил принятое решение о создании так называемой буферной зоны вдоль границы с Украиной. Что это значит? РФ, судя по всему, начинает наступление на Харьковскую и Сумские области. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет. Вероятно, Путин понял, что переданные в Стамбуле ультиматумы острую реакцию у Трампа не вызвали, а значит, можно оттяпать еще территорий. По неподтвержденным данным, зона может углубиться на 120-150 километров. То есть речь идет о захвате почти всей Сумской области. Подобные заявления Путин делает не впервые, только за 2 года, это уже 8-й раз. Каждый раз после слов о санитарных или демилитаризованных зонах начинались активные наступательные действия. Так было в Харьковской области, в районе Волчанска и Липцев. Теперь Россия снова подавляет огневые точки, хотя формально Москва продолжает говорить о мире. Европейские соседи России всерьез готовятся к отражению потенциальной агрессии со стороны Москвы. Германия разворачивает крупнейшую за рубежом бронетанковую бригаду, 45-ю, прямо у границы с Беларусью. Почти 5000 немецких военных останутся в Литве на постоянной основе. Впервые в истории Бундесвера уже строятся казармы, дороги, школы и детские сады, а бронетехника «Леопард-2А8» поступит на вооружение как литовской, так и немецкой армии. Германия твердо стоит на стороне Украины. Вместе с союзниками мы будем добиваться прекращения огня перед саммитом НАТО, усиливать поддержку Киеву, укреплять восточный фланг НАТО и усиливать давление на Москву. Мы приняли решение о новых санкциях и готовы пойти дальше, если потребуется. Россия в том виде, в каком она существует сегодня, это угроза для всех нас, и мы должны защищаться. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия готова защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО. Для Литвы между Калининградом и Белоруссией это не символ, а вопрос выживания. Для агрессоров сигнал, для Польши вызов. Балтийское море может превратиться в новый фронт, как восточная граница Польши. Постоянное противостояние уже не совсем гибридное. Если кто-то направляет войска для уничтожения инфраструктуры, это не конфликт и не гибридная война. Это прямая агрессия против нашей энергетической безопасности и не только. США отправят почти 1500 авиабомб на границу с Россией. Госдеп одобрил продажу Польше 1400 управляемых бомб малого калибра GBU-39B. А в апреле американцы дали согласие на продажу Варшаве 400 ракет средней дальности класса «Воздух-воздух» «Амра» на сумму $1 330 миллионов. Опыт нам подсказывает, что без сильного давления Путин не пойдет на серьезные мирные переговоры. Американская сторона также готова к этому. Россия, кажется, обеспокоена. По данным The Guardian, военная разведка РФ взломала 1000 камер в Украине и сотни в Европе, чтобы следить за поставками военной помощи ВСУ. Но останавливаться они даже не думают. Американская разведка сообщает, что РФ начала вооружать МиГи и Су новыми ракетами «Воздух-воздух» с ядерной боеголовкой. Речь может идти о модернизированной версии ракеты Р-37М, способной поражать цели на дистанции до 200 километров, включая беспилотники и малозаметные самолеты.
Резиденция Путина под усиленной охраной, уже стянута военная техника к его квартире в Кремле. Усиленные посты накануне заметили на Большом Каменном и на Большом Москворецком мостах. По периметру появились машины с приборами радиоэлектронной борьбы. В этом районе и 6 других регионах РФ также зафиксировано отключение интернета. Все это происходило на фоне очередного налета сотен украинских беспилотников. Или, может быть, чего-то другого? Если верить недавним заявлениям Путина, он не только работает, но и практически живет в Кремле в последнее время, день и ночь. Спасибо большое. Кефирчиком огось. Кефирчик. Ряд экспертов отмечали, что это может быть правдой, так как российский диктатор чувствует себя здесь более защищенным, чем в других резиденциях. На днях прокремлевские СМИ возмущенно подчеркивали, что украинские дроны атаковали Курскую область в то время, когда Путин наконец осмелился посетить этот регион. Но и в Кремле Путин не может чувствовать себя спокойно. По словам его помощника Ушакова, глава РФ жаловался во время телефонного разговора Трампу на неких экстремистов, которые готовили теракты на Красной площади накануне парада. Как мы все видели, пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве. Но когда техника идет не на фронт, а к Кремлю, в воздухе пахнет не парадом, а паранойей. Броневики у мостов, глушилки у окон, и все это не в Харькове, а у Путина под боком. История знает такие сюжеты. Когда лидеры начинают бояться не врагов, а своих, режимы трещат по швам. И вопрос теперь один. Кто первым окончательно скажет «устал, ухожу»? Путин или интернет в районе Кремля? Приказ на расстрел – новый шокирующий эпизод войны. Россия убивает пленных не случайно, а по команде сверху. CNN публикует перехваченный разговор российских военных. Командир приказывает подчиненным взять командира, а остальных уничтожить. Старшего берите, остальных сход! В это же время дрон ВСУ фиксирует расстрел безоружных солдат ВСУ, лежащих лицом вниз. Один уводится, остальные убиты в упор. Все синхронизируется с командами по радио. Подлинность записи подтверждена экспертами. Заебали вопрос! По данным Украины, только за 24-25 годы оккупанты казнили более 200 пленных, в том числе зафиксированы случаи обезглавливания. В ООН и разведке США уверены, это не инициатива на местах, а системный приказ сверху, фактически санкционированный Кремлем. Все начиналось с пушистого кота и обычного бизнеса с 3D-принтерами. В Рио жил бразилец Герхард Виттих с идеальной легендой. Бизнес, подруга, паспорт. Но на самом деле это был Артем Шмырев, русский разведчик. И таких были десятки. Россия превратила Бразилию в фабрику шпионов. По данным Нью-Йорк Таймс, спецслужбы РФ массово подделывали документы, заводили агентам новые биографии и отправляли их под прикрытием в США, Европу и даже в Международный уголовный суд в Гааге следить за делом о российских военных преступлениях. Мы начали искать призраков, людей, которых никогда не существовало, но у которых были настоящие документы. Все началось с одного шпиона, а за ним раскрутилась целая фабрика. После вторжения в Украину все рухнуло. Операция «Восток», начатая после сигнала от ЦРУ, вскрыла целую сеть призраков Путина, агентов под прикрытием, внедренных под видом студентов, моделей и даже супружеских пар. В итоге крупнейший провал российской разведки за рубежом за последние годы. 9 агентов разоблачены, 1 в тюрьме, остальные сбежали. Теперь они в розыске в 196 странах. Ирония в том, что Путин всю жизнь использовал Интерпол против врагов, а теперь Интерпол охотится на его шпионов. Америка и вся мировая экономика на грани финансового срыва. И известный инвестор и автор легендарной книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что последний аукцион по продаже гособлигаций США провалился. Никто не захотел покупать американский долг. В результате, по его словам, Федеральной резервной системе пришлось выкупить $50 миллиардов своих же бумаг, напечатав деньги из воздуха. Это, по мнению Кийосаки, сигнал к началу гиперинфляции. Доллар обесценивается, а экономика может войти в опасную спираль, причем во всем мире. Все, вечеринка закончилась, гиперинфляция на пороге, миллионы молодых и старых людей будут финансово уничтожены. Это конец, о котором я предупреждал мир, да помилует Бог наши души.
Впереди удар по миллионам граждан, которые потеряют свои сбережения. На фоне этого резко растут цены на золото и биткоин. Золото достигло двухнедельного максимума и постоянно растет. Биткоин исторического рекорда выше 111 тысяч долларов. Растет даже серебро. Кийосаяки уверен, теперь спасение в твердых активах. Он предрекает рост золота до 25 тысяч долларов, серебра до 70 долларов, а биткоина до $500 000 и выше. Эксперты тоже бьют тревогу. Госдолг США перевалил за 36 триллионов долларов. Moody's понизила рейтинг, а Конгресс обсуждает новые расходы. Инвесторы уходят в крипту и драгоценные металлы, как в активы убежища. А что делать нам? Уточнили для вас у одного из основателей Высшей школы экономики, который о деньгах знает все, еще со времен СССР. Посмотрите, на наших глазах только что произошел такой знаковый поворот событий. США потеряли высший кредитный рейтинг. Да? Такое было представить невозможно. Потеряли. При Трампе сумели этого добиться. Он создает такую хаотическую ситуацию в экономике США, которая может привести действительно к рецессии. Причем и в США, и по всему миру. Положение экономики таково, что стандартные инструменты перестают быть хорошими. В частности, мы видим начавшееся движение мировых инвесторов от доллара. Потому что есть очень серьезная угроза, и Трамп, собственно, к этому и ведет. Он хочет провести девальвацию доллара. В такие времена действительно надо искать какие-то альтернативные варианты. Возможно, да, золото, возможно, евро, возможно, если удастся, швейцарские франки. Вариантов не очень много, но что делать, другой планеты с утра не завезли. Короче говоря, вечеринка кончилась. Диджей ФРС остался один, крутит баксы в тишине. А инвесторы уже бегут, кто в золото, кто в биток, кто во франки. Россия теряет еще один огромнейший рынок. Евросоюз окончательно перекрывает путь аграрному импорту из РФ и Беларуси. Европарламент проголосовал за запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси. Пошлины до 50% на зерно, мясо и прочие товары. А для удобрений до 430 евро за тонну. Это означает практическую блокаду экспорта и полный разрыв торговых связей по этим категориям. Решение ударит по 15% всего российского агроэкспорта, который все еще шел каким-то образом в обход санкций. Схема через Беларусь также окончательно закрывается. Брюссель подчеркивает, ЕС заменит поставки Россельхоза поставками из Египта, США, Алжира и Норвегии. Политическое послание предельно ясно. Европейские прилавки больше не для аграрных империй Путина и Лукашенко. Взвесили все «за» и «против» и решили действовать. В Турции стартовала, пожалуй, самая весомая кампания сезона. Власти начали публично взвешивать граждан прямо на улицах. Да, теперь перед футбольным матчем или в парке вас могут остановить не для проверки документов, а чтобы измерить индекс массы тела. Акция проходит под девизом «Узнай свой вес, живи здорово». Но в соцсетях уже окрестили ее как акт униженного ИМТ. Если ваш индекс превышает 25, то будьте готовы сразу же отправиться в клинику. Не арестуют, конечно, взвесят. Эрдоган решил бороться с ожирением не словом, а весами. До 10 июля планирует взвесить до 10 миллионов человек. Это почти каждый 8-й житель страны. Общую массу сложно представить. Массовое взвешивание уже вызывает бурю эмоций. Кто-то шутит, кто-то возмущается. Впрочем, пока власти утверждают, что все добровольно. По крайней мере, до того момента, пока вы не встали на весы. Президент заявил об уходе, он больше не будет баллотироваться. Глава Турции Реджеп Эрдоган намекает на новую эпоху и новую конституцию. Турции, по его словам, нужна гражданская замена путчистской системе времен переворота. Вопрос только один. Кто станет новым лидером? Преемник, сын или останется все тоже, но в новой упаковке? Зачем тогда оппозицию кошмарить? Пишите в комментариях. Хотят вновь поменять Конституцию и в России. Один из главных юристов РПЦ, игуменья Ксения Чернега, возглавляющая правовое управление при патриархе Кирилле, публично предложила переписать Конституцию РФ, чтобы запретить аборты. На юрфоруме в Петербурге она всерьез заявила, что если словарь, составленный по указу Путина, определяет жизнь как начинающуюся с зачатия, то и основной закон страны должен под это подстроиться. Иначе, мол, налицо юридическое противоречие. Короче говоря, все у них должно быть по закону. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.